Привет, ребята! Вы смотрите канал Видеолепка, и сегодня я буду лепить новые объекты SCP. Все видео с лепкой этих объектов находятся в отдельном плейлисте, ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. Лепку начну с объекта SCP-3008-2. SCP-3008 – большой магазин, ранее принадлежавший популярной мебельной торговой сети IKEA. Человек, проникающий в магазин через главный вход, оказывается перемещенным в SCP-3008-1. Это перемещение обычно остается незамеченным. SCP-3008-1 – область, напоминающая внутреннее пространство мебельного магазина, но далеко выходящая за пределы того, что физически может вмещаться в размеры торговой точки. Текущие изменения показывают площадь не менее 10 квадратных километров, не имеющая видимых внешних ограничений в любом направлении. Возможно, это пространство может быть бесконечным. Это место населено неизвестным числом гражданских лиц, попавших в ловушку до постановки объекта на содержание. Собранные данные свидетельствуют о том, что они сформировали внутри этого объекта примитивную цивилизацию, включающую в себя создание поселений и укреплений для защиты от SCP-3008-2. SCP-3008-2 являются человекоподобными существами, внешне они напоминают людей, однако пропорции их тел преувеличены, а рост отдельных особей может быть слишком маленьким или чрезмерно большим. Они не имеют черт лица и во всех наблюдаемых случаях носят желтые рубашки и синие брюки, соответствующие униформе сотрудников IKEA. В SCP-3008-1 присутствует элементарный цикл смены дня и ночи, определяемый потолочным освещением торговой точки. В ночное время особи SCP-3008-2 становятся агрессивными ко всем другим жизненным формам, находящимся внутри SCP-3008-1. В ходе этих приступов жестокости слышны издаваемые ими фразы на английском. «Магазин закрыт, пожалуйста, покиньте здание». Как только наступает день, они немедленно становятся пассивными и начинают без видимой закономерности перемещаться по территории магазина. В общем, ребята, вот такая информация по этому объекту. В лепке эта фигурка не очень сложная, по виду напоминает обычного человека, только нарушены пропорции тела. Возможно, я бы и не стал лепить эту фигурку, но на нее было очень много запросов. Так что, ребята, если у вас есть какие-либо интересные предложения по лепке новых объектов SCP, то пишите в комментариях. Вот такой объект SCP-3008-2, работник бесконечной IKEA, у меня получился. Следующим я буду лепить объект, на который тоже было очень много запросов. Это объект SCP-1386, фургон с мороженым. Внутреннюю часть фургона я сделал из алюминиевой фольги, а сверху ее буду покрывать белым скульптурным пластилином. SCP-1386 представляет собой белый фургон для продажи мороженого марки «Хорошее настроение». Фургон в плохом состоянии, без каких-либо изображений или описания предоставляемых им продуктов. Автомобиль, по-видимому, является разумным и способен ездить без человека за рулем. Ни одна из дверей или окон машины не может быть открыта с помощью обычных средств. Грузовик круглосуточно транслирует различные инструментальные мелодии, чередуя их каждые 4 часа. В центре двери SCP-1386 со стороны водителя имеется тонкое окошко, которое становится видимым только при выдаче через него проданного мороженого. Вместе с мороженым грузовик выдает небольшой клочок бумаги с ценой, написанный на нем очень корявым почерком. Фургон принимает оплату через то же окошко и предоставляет мороженое покупателю. Цены и вкусы мороженого меняются каждый день, однако запасы товара никогда не иссякают. Как и предыдущий объект, этот объект тоже с виду довольно-таки простой и обычная машина, но описание у него довольно-таки интересное. Если бы этот фургон еще и бесплатно мороженое выдавал, думаю, было бы еще круче. Кстати, ребята, в прошлом видео я также лепил фургон мороженщика, только не из SCP, а из игры Ice Cream. Так что если вы пропустили это видео, то можете зайти на канал и посмотреть. Хоть этот фургон будет и меньше предыдущего, но думаю, он будет не менее прикольным.
Фургон с мороженым готов, объект SCP-1386. Далее я буду лепить объект SCP под номером 1049 «Сова-кастоед». На этот объект SCP также было очень много запросов. Для лепки этого объекта я буду использовать белый скульптурный пластилин, также черный, серый, темно-розовый и оранжевый. SCP-1049 – взрослый самец черно-белой неясыти. Внешне он подобен любому другому представителю своего вида, однако его глаза имеют ярко-розовый цвет. Охотится и питается объект так же, как и любая другая сова. Однако SCP-1049 обладает способностью извлекать скелет из человеческого тела неизвестным образом. Предполагается, что эта способность действует только на людей, поскольку объект не использовал свою способность во время охоты на других существ. SCP-1049 был найден в Мексике, после того, как из полицейского участка одного небольшого городка стали приходить сообщения об обнаружении в джунглях бескостных трупов без признаков нанесения ран или иных следов, которые мог оставить убийца. Однако на теле одной из жертв было найдено несколько совиных перьев. Местные жители сообщали о появлении необычной совы с красными глазами рядом с тем местом, где были найдены трупы, и утверждали, что это она убивает людей. Агенты фонда занялись расследованием и обнаружили SCP-1049. В момент захвата SCP-1049 сел на плечо агента и клюнул его в лицо, но агент не получил повреждений. Через несколько секунд агент упал в обморок и скончался. Оказалось, что его тело обвалилось под собственной тяжестью, поскольку было лишено всех костей. В подобной манере объект нападает и на других людей, которых увидит. Это приводит к полной потере костной ткани и последующей смерти. Вот такой опасный объект SCP, хотя с виду представляет собой вполне обычную сову, за исключением, конечно, цвета глаз. На обычную подставку такую фигурку не посадишь, поэтому я решил сделать несложную конструкцию. Для этого буду использовать алюминиевую проволоку. Вот такая штука получилась, прикреплю ее к подставке. Снизу проволоку загибаю, чтобы конструкция была устойчивой. И также прилеплю кружок из картона, чтобы подставка не прилипала к столу. Вот такая сова-кастоед у меня получилась. Следующий объект SCP будет не совсем обычный, он у нас под номером 3565 и называется он «Мясной малыш». Для лепки этого объекта я из пластилина скатал 4 колбаски, 2 из белого, 1 из розового и 1 из красного. Далее скручиваю их между собой и немного перемешиваю. До однородного цвета перемешивать не нужно. SCP-3565 – это 3 кг фарша, состоящего из говяжьего, свиного и человеческого мяса. Примерно 10% взрослых людей воспринимают SCP-3565 как младенца с переменчивой внешностью, причем субъекты, которые уже являются родителями, будут заявлять, что SCP-3565 похож на их собственных детей. Лица, попавшие под воздействие объекта, испытывают непреодолимое желание покормить и позаботиться о нем, и будут демонстрировать недовольство, если им запретить контакты с объектом. Эксперименты показали, что SCP-3565 не является живым существом. Несмотря на это, он способен усваивать человеческое грудное молоко, которое замедляет процессы разложения и дает ему ограниченные способности к регенерации. Если не кормить SCP-3565, то он начнет подвергаться процессу гниения, как обычный фарш.
Кроме того, субъекты, находящиеся поблизости от этого объекта, будут слышать звуки, напоминающие плач младенца. Вот такой мясной малыш, объект SCP-3565 у меня получился. Ребята, спасибо вам за то, что поддерживаете наш канал, ставите лайки, пишите комментарии и делитесь нашими видео в соцсетях. Далее будут приветы от Вилли и фотографии лучших поделок из группы ВК. Приветы от меня сегодня получают Кузя Бро, Лайт и Тритон. Ребята, передаю вам огромный привет.